Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу поделиться с вами вот такой вот лягушкой. Это небольшой мастер-класс брелка лягушечки. Очень много мастер-классов есть уже на разных каналах, но я хотела бы поделиться своим вариантом. Связана она из остатков. Это вяжется одной деталью очень легко и быстро за 20 минут. И вяжется она с остатков. Вот как вы можете заметить, я связала с остатков пряжи. Но хочу сказать, что мне так не очень нравится. Я подумала, что если бы каждый ряд менять другим цветом, именно зеленых оттенков, то, может быть, получилось бы неплохой вариант. Но можно попробовать, но так как у меня нету уже остатков зеленых оттенков пряжи, то я буду с вами вязать однотонную сегодня лягушечку. И если вам нравится вот такой вот брелочек лягушки, то приглашаю на свой мастер-класс. Значит, размер этой лягушки 7 сантиметров. Глазки 9 миллиметров. 9-10 можно миллиметров, можно 8, ну в пределах таких вот можно смотреть. И понадобится несколько цветов. Это в зависимости от того, если вы вяжете однотонную лягушечку, то понадобится только 2 цвета. И для вышивания щечек понадобится какой-то яркий розовый цвет. Вяжется она из толстого плюша, где на 100 грамм 120 метров. Буду вязать крючком номер 4. Ну и давайте приступим. Если вам нравится такая лягушечка, то приглашаю на свой мастер-класс. Итак, какие же материалы нам понадобятся? Как я уже и сказала, 2 цвета пряжи. У меня остаточки есть серенькая на животик. И вот такой вот темно-зеленый болотневый такой вот цвет. Его я взвесила, это 16 грамм. И посмотрим, сколько у меня уйдет на такую лягушечку. Буду вязать крючком номер 4. Глазки взяла с блестящей подложкой. Желтенькие. Желтенькая подложка блестящая. Тоже 9 миллиметров. Дальше нам понадобится маркер. Для брелока это карабинчик для брелочка, чтобы одеть. И ножнички. И все, давайте приступим. Итак, начинаем с серенький. Можно животик делать беленьким, то есть на ваше усмотрение те остаточки, которые у вас есть. Беленький, серенький животик. Значит, я набираю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше со второй петли от крючка я провязываю все прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Ставлю маркер в первую петлю и до конца ряда провязываю 6 прибавок. Так, 3-я прибавка. 4-я прибавка, 5-я прибавка и 6-я прибавка. Дальше снимаю маркер и провязываем 1 столбик без накида и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Должно быть всего 6 повторений. И в конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Давайте провяжем до конца ряда. Итак, провязав 3-й ряд, я не довязываю до конца последнюю петельку. Я прошу прощения, не включила свет.
Не провязываю до конца последнюю петельку. Вот, и меняю нить. Меняю нить на тот цвет лягушки, который у вас есть. У меня зеленый. И дальше 4-й ряд провязываю так. 2 столбика без накида и прибавка. Так, нужно сделать 6 повторений. В конце ряда должно получиться 24 столбика без накида. Так, хвостики я завязываю. И продолжаем. 2 столбика без накида и прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязали мы ряд. В конце 4-го ряда у нас получилось 24 столбика. Теперь 5-й ряд. В 5-м ряду мы будем с вами вывязывать все лапки. Итак, провязываем 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. И провязываю еще 1 столбик без накида. Дальше вяжем 1 воздушную петлю. Придерживаем ее и вяжем еще 3 дополнительные. 1, 2, 3. В эту первую петлю, в 4-ю получается петлю, делаю соединительный столбик. Провязываю еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же петлю, в 4-ю, провязываю соединительный столбик. Еще 1, 2, 3. И в эту же петлю воздушную первую я провязываю соединительный столбик. Вот такая вот лапка у нас должна получиться. Дальше вяжем в следующую петлю. Со следующей петли мы провязываем 2 столбика без накида. Вот следующую. 1 и 2. Вот первая лапка. Дальше провязываем 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка и 4-я прибавка. Дальше провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Делаем 1 воздушную петлю, придерживаем ее пальчиком и провязываем 1, 2, 3. Делаю соединительную в 4-ю воздушную петлю. Опять делаю 1, 2, 3. Вот. И опять делаю соединительную в 4-ю петлю. И еще раз 1, 2, 3. И делаю соединительную в 4-ю петлю. 4-ю, 1-ю. Не имеет значения. В общем, вы поняли. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. В следующую уже. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязав 5 столбиков, делаем опять 1 воздушную петлю, придерживаем ее пальчиком и провязываем 1, 2, 3 и соединительный столбик в 4-ю. Опять 1, 2, 3 и соединительную в 4-ю. И опять 1, 2, 3 и соединительную в 4-ю. Вот 3-я лапка у нас получилась. Дальше провязываем 6 столбиков без накида. Смотрим, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем 4-ю лапку. 1 воздушную петлю, придерживаем пальчиком и провязываем 1, 2, 3. И в 4-ю делаем соединительный столбик. Опять 1, 2, 3 и соединительный в 4-й. И опять 1, 2, 3
и соединительный 4. Не Пока очень. пальчиком придет. Итак, теперь и до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. В конце ряда у нас получается 28 столбиков. Вот такая вот деталь у нас получается. Все 4 лапки мы с вами вывязали. Вот такая вот деталь. Дальше 6-й ряд. Снимаю маркер. Провязываю. 1, 2. Маркер ставлю в первую петлю. И тут смотрите внимательно, чтобы попасть именно вот в следующую петлю. Это будет 3, 4, 5, 6. Дальше 2 прибавки подряд. И до конца ряда провязываем 20 столбиков без накида. Лапку так можно отворачивать вперед и искать следующую петельку. Когда вяжете, лапку вперед выставляете, чтобы сзади шел ряд, не загинать. Вот получается следующий 6-й ряд. Теперь 7-й ряд. В 7-м ряду мы будем с вами вывязывать глазки. Поэтому снимаю маркер и провязываю 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем, как мне одна подписчица в комментариях сказала, что это попкорн. Вяжем следующий столбик, мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. И мне поправляют. Вот, спасибо вам большое за это. Буду учиться вместе с вами. Итак, отсчитываем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляю крючок в первую петельку. Завожу опять петлю рабочую и вывожу через первую петлю. И делаю воздушную. Дальше провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую петлю провязываем опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот такая вот получается деталь. Теперь отсчитываю 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляю крючок в первую петлю и вывожу рабочую
петелечку, делай воздушную. Вот мы вывязали с вами глазки вот такие. Теперь до конца ряда мы с вами провязываем 17 столбиков без накида. И дальше 8 ряд без прибавок и убавок провязываем 30 столбиков без накида по кругу. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 8 ряд. Вот такая вот деталь получается. Вот такая вот изнутри. Хвостики можно уже влаживать туда. Не будет места наполнителя у нас тоже. Вот, и теперь с этого момента, с 9 ряда, мы будем с вами провязывать убавки. Итак, 9 ряд. Провязываем 3 столбика без накида, убавка по кругу. 2, 3 и убавка. Так нужно провязать еще 5 раз. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. Давайте провяжем. Провязали 9 ряд, уже сужается у нас отверстие. Теперь 10 ряд. Провязываем 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. И дальше провязываем убавку. Так нужно провязать до конца ряда. Еще 5 раз. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Итак, провязали уже. 11 ряд провязываем так. Снимаю маркер и провязываем 1 столбик без накида. Ставлю маркер. И провязываем убавку. Так нужно провязать еще 5 раз. В конце ряда получается 12 столбиков без накида. И 12 ряд провязываем 6 убавочек. Но давайте на 11 ряду мы с вами наполним наполнителем холофайбером нашу деталь. Все, вот такая деталь получается. Теперь давайте ее наполним наполнителем. Итак, наполнила я наполнителем. Она не должна быть слишком тугой, то есть она должна быть мягенькая такая вот. Средней плотности набиваем деталь. И теперь последний ряд, 12, мы провязываем все 6 прибавочек. То есть провязываем за полупетельки, провязываем все прибавки. Давайте провяжем так до конца ряда. Итак, обрезала я уже ниточку. Осталось у нас по кольцу 6 столбиков без накида. Я делаю иголочку и стягиваем за полупетельки отверстие. Фиксируем и прячем ниточку. Все. Чтобы вот этого не было видно, бугорочка, я в центр вставляю иголочку и вывожу в любое место. И затягиваю. И теперь не видно. Можно сделать еще раз, вернуться и еще раз бугорочек. И уже с другой стороны вывести. Вот. И теперь ничего не видно, никакого бугорочка. Теперь прячем ниточки по всей детальке. Путаем. Все, и обрезаем остатки. Вот такая вот лягушечка у нас выходит. Все.
Теперь давайте вставим глазки. Итак, я приготовила глазки для того, чтобы вставить. Значит, я не буду сейчас на камеру клеить, но я ножку обклеиваю клеем, вернее, обволакиваю клеем. Вот, так как мы не сможем зажать. И вот в серединку я вставляю уже с клеем. Но сначала давайте наметим, где у нас будут стоять глазки. Вот я вот сюда, смотрите, вставляю их вот сюда, в саму, между вот этими столбиками вставляю глазик и вставляю вовнутрь. Вот таким вот образом. Теперь смотрите, теперь их можно будет вытащить, клеем вот так вот обмазать ножку и снова вставить. И точно так же вторую. Вот, когда мы уже наметили, где будут наши глазки стоять, вот находиться. Вот, затем мы клеим их, и все. Если у вас есть полубусины, вы можете использовать полубусины. Вот. Дальше давайте с вами вышьем щечки. Я приготовила уже плюшевую пряжу розовую, любого оттенка можете. Вот, и вставляю сзади. Вот, вывожу где-то вот здесь вот таким вот образом. Оставляю хвостик небольшой. И вот между глазками, между столбиками, вот так вот делаю два раза. Вот так вот на бочку. Вот так вот на бочку. Теперь вставляю, перехожу на другой бочок. Вот сюда. И вышиваю здесь точно так же. Все это почистится потом. И вывожу уже второй раз, вывожу там, где мы первый раз входили иголкой. Все. Щечки готовы, поправляем их. Я делаю 2 стежка, вы можете делать 3 стежка, то есть на ваше усмотрение. Все. Вот такие вот щечки получаются. Теперь я снимаю ниточку, делаю узелок. Узелок делаю не сильно, чтобы не стягивать щечки. Обрезаю. Ой, прошу прощения. И прячу вовнутрь. Все. Итак, щечки мы вышили. Теперь ротик. Я беру любую джинсовую. Я взяла мулине серого цвета, темно-серую. Вот вы можете взять любой другой, либо джинс, либо любой другой, любую другую нить. И вышиваем ротик. Опять захожу сзади, смотрю, где у меня будет ротик. Вот. Как раз ротик у меня будет напротив глазика, отступив один ряд. Вывожу, оставляю небольшой хвостик. Вот. И вот сюда в серединку между глазиками и вывожу обратно вот таким вот образом, наискосочек немножко. И обратно. Вот такой вот ротик получается. Теперь, чтобы загладить вот эти вот швы, я продеваю иголочку между ниточкой. И делаю такой плавный переход. И вывожу ниточку там, где мы вводили ее.
Все. Ротик наш готов. Снимаю ниточку, завязываю. И обрезаю. Все. Хвостик вовнутрь прячем. Глазки нужно приклеить. Ротик готов. И последний штрих одеваем. Одеваем наш карабинчик. Между глазками я вставляю. Все. И одеваю. Все, наша лягушечка готова. Надеюсь, вам все понравилось. Вяжется она очень быстро. Всего 12 рядов. Сколько пошло пряжи? Значит, у меня, как я перед вязанием лягушки, зеленого цвета у меня было 16 грамм. Осталось 6. То есть на лягушку уходит всего лишь 10 грамм именно вот этого зеленого цвета. Ну, так что можете рассчитывать, потому что многие у меня спрашивают, сколько пошло на игрушку, а я почему-то не взвешиваю саму пряжу. Вот, все время забываю. Именно. Очень симпатичные. Все. На сегодня все. Если вам понравился мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов.